Старушка увидела мешок случайно. Он висел на ветке черемухи над ручьем и выглядел так, будто кто-то просто забыл его там. Она уже прошла несколько шагов дальше, когда вдруг заметила краем глаза странное движение. Мешок чуть-чуть дернулся. Сначала она решила, что ей показалось, но потом изнутри донесся тихий, почти неслышный писк. И в этот момент старушка поняла, в мешке кто-то живой. Она шла той же тропинкой, по которой ходила уже много лет. Тропа огибала огород, спускалась к низине и уходила к ручью под старой черемухой. В начале мая там всегда пахло влажной землей и цветами. Зинаида шла медленно, опираясь на палку. В ее возрасте спешить уже было некуда. В голове крутились обычные мысли. Надо поправить забор у сарая, рассаду помидоров пересадить в грядку, да еще соседке Марье обещала банку варенья занести. Когда она подошла к ручью, то заметила на ветке черемухи что-то темное. Сначала она подумала, что это кто-то повесил старый мешок сушиться, но мешок покачивался, хотя ветра почти не было. Зинаида уже прошла было мимо, но вдруг остановилась. Ей показалось, что из мешка донесся тихий звук. Не крик и не плач, скорее слабый писк, будто кто-то едва дышит. Она нахмурилась и подошла ближе. Мешок был грубый, из плотной ткани, перевязанной веревкой. Висел он низко, почти на уровне ее плеч. Зинаида потянула за него. Мешок оказался тяжелее, чем выглядел. «Что же это такое?» – пробормотала она. И снова услышала звук. Теперь уже ясно. Живой. Сердце у нее неприятно сжалось. Она стала развязывать узел, но веревка была затянута туго. Пальцы плохо слушались и пришлось долго возиться. Наконец узел поддался. Зинаида осторожно раскрыла мешок и замерла. Внутри лежали два маленьких серых комочка. Сначала она не поняла, кто это. Они были совсем крошечные, с закрытыми глазами, прижатыми ушами и тонкими лапками. Один из них слабо пошевелился. Тогда Зинаида догадалась. Волчата. Она слышала, что в лесу за оврагом иногда видели волков. Видно, кто-то нашел их логово. Может, волчицу застрелили охотники, а детенышей забрали. Но убить не решились и просто оставили здесь. Повесили мешок на дерево и ушли. Зинаида долго смотрела на волчат. Они были холодные. Один тихо поскуливал, другой почти не двигался. «Господи!» – прошептала она. На секунду ей пришла мысль оставить все как есть. Она старая женщина, зачем ей эта беда? Но один из волчат вдруг слабо ткнулся мордочкой в край мешка, и этот маленький беспомощный жест словно что-то перевернул внутри. Зинаида вздохнула. «Ладно, что уж теперь». Она аккуратно прижала мешок к груди и пошла обратно к дому. Шла медленно, осторожно, чтобы не трясти. В голове уже начинали появляться мысли. Надо согреть. Надо молока найти. Надо коробку какую-нибудь. Когда она вошла в дом, то сразу растопила печь, нашла старое одеяло и уложила волчат в деревянный ящик из-под яблок. Они были такие маленькие, что едва помещались на ее ладони. Один вдруг тихо пискнул. Зинаида улыбнулась. «Живые. Значит, будем жить». Она налила в миску немного теплого молока и стала осторожно поить их с пальца. Сначала волчата ничего не понимали. Потом один вдруг лизнул молоко. Зинаида тихо засмеялась. В доме давно не было такого звука. В тот день она забыла и про забор, и про рассаду, и про варенье для соседки. Она сидела рядом с ящиком и смотрела, как маленькие серые комочки шевелятся на старом одеяле. Иногда они тихо поскуливали, иногда просто спали, а Зинаида все сидела рядом. И впервые за много лет ей вдруг показалось, что в ее тихом старом доме снова появилась жизнь.